Вот смотри, видно, не видно, вон аж куда брызги. Вон аж куда. Прикинь, фонтан был. И вот какой-то звук у него прям с расширителя идет. Привет, смотри, вот она резина. В принципе, вполне тебе хватит на сезону 2. Резина хорошая. По раме тут таких вопросов в принципе нету. Рама целая. Вот он, Фредик. Сейчас я покажу его салон. Ты же просил его салон. Да, кстати, салон, я скажу, что не такой был неплохой. С тем, что мы делаем. Тут, короче, полоску я поставлю новую, уголок поставлю новый. А так панель, скажем, целенькая, нормальная. Вот сиденье. Так, ведь смотри. Привет. Твоя машина, вот он, новый бампер поставили. Смотри, что сделали. Пока идет малярка, вот здесь нарастили. Тут не было куска, вообще кусок отсутствовал. Новый бампер поставили. Покажу сейчас тебе его старый. Тут нарастили тоже. Старый бампер был, вот сюда зашел. Вот он, его старый бампер, смотри. Все на болтах, на этих. Вот он новый. Так. Жабру, это угол сделали. Вот она жабра его, которая вся помята, другую уже нашли, поставили. В общем, работа кипит. Так, делаем обзор. Фредлайнер красненький. Идет переборка мотора. Сейчас я покажу, что блок в плюсе. Пока вот его. Это родные, кстати, гильзы стоят здесь внутри. Кстати, гильзы, я скажу, что в хорошем состоянии. Ну, вытащим, посмотрим, все равно. Так, включаем. Показываем на этот. Так, вот у нас, как чтобы было видно. Вот. Вот на нуле. Заводим на гильзу. И вот они, наши 7 соток в плюсе. Еще раз 0. Заводим. И вот наши 7 соток в плюсе. Вот так вот. Ну все. Еще раз покажу. Вот так вот. 7-8 соток в плюсе. Так, ведь смотри. Гильза под замену. Видишь, схавана. Хотя снутри я тебе скажу, что даже вон, видишь, хон есть. Видишь, он даже не стерся. Обрати внимание, видишь, вот вкладыши под замену. Так, что у нас по блоку? Покажу сейчас тебе по блоку.
Вот он двигатель. Так. Что по нему могу тебе рассказать? Блок, короче, я мерил гильзы. Второй был плюс 7 соток, а третья была в 0. Первая была в 0. Ну, короче, нарезать буду все. Вот так, смотри. Так блок не газовал. Видно, что у него не было. Вот, то есть между ними, видишь, перемычки все целенькие. По блоку вопросов нет. Вот здесь смотри. Это старая, видишь, резинка. Видишь, тут оборвано. Это они так ездили, у них, получается, видишь, даже черный, видно, что гнало. Это будем менять, это расходники. Поэтому у них вот тут все в масле. Видишь, все в масле вот здесь. Что по нему еще тебе такого сказать? Форсунки, головка завтра отвезется на проверку все. И буду ставить тебе новые гильзы, вкладыши, кольца, как всегда. Стаканы новые. Одна и та же работа пойдет, будет делаться. Вот так тебе такой отчет. Итак, друзья, вот он, красненький Фредик, Центурик. Так, смотрите, вот они, вот он блок нарезался, я сам процесс не успел снять, я просто уезжал, хотел показать, что все нарезано. Вот они его шайбочки, нарезано 5 десяток, все 6. Сейчас будем вычищать, вымывать, собирать. Еще один момент, что в этой машине заметили, то есть, смотрите, сейчас покажу. Видите, парни, секунки отсутствуют, омыватели. Этот двигатель, сейчас расскажу, какой он. Смотрите, здесь двигатель МКшный стоит. Так, тут стоят заглушки вместо омывателей гильз. То есть блок уже... Опа, сейчас, секунду. Блок свежее машины, скажем так. Сейчас покажу. Так, вот они у нас поршня. Видите, поршня с двух частей состоят. Хотя мне хозяева предыдущие говорили, что они здесь уже меняли непосредственно поршня, типа нового образца уже стоят. Но, как выяснилось, либо их обманули, они меня, либо они меня обманули. Но суть не в этом, ладно. Идем дальше. Вот его вкладыши. Краснота присутствует, видите? Под замену. Вот его гильзы. Видите, съедены. Все 6 под замену. Я буду сейчас менять шатуны, менять буду поршня. Буду делать, поставлю омыватели гильз. Переделаю этот двигатель, в общем, под современные моторы. Покажу, что я сюда ставлю чуть позже. Идем дальше. Так, друзья, делаем обзор двигателя. Вот для клиента показываю двигатель, состояние блока. Видите, направляйки сняты, мы их снимали, чтобы нарезать. Вот смотрите, вот они шайбочки с нержавейки, 5 десяточек, каждая из них, он нарезан одинаково. То есть вот так мы сейчас разложим это все вот сюда. Все одинаково нарезаны 5 десяток на этом блоке, повторюсь. И будем сейчас устанавливать сюда гильзы. Сейчас я покажу разницу. Здесь был двигатель, видите, вон омыватели уже стоят. Вон они, видите, омыватели стоят уже. Я их уже установил. Были здесь заглушки. Мотор как бы был, ну, поршневая была старого образца. Мы переделали его на нового. Так как блок у нас получается свежее поршневой, блок нам позволил это сделать. Я когда покупал эту машину, я специально смотрел, чтобы модель блока была именно вот МК, допустим, без разницы, БК, там, чтобы он был уже свежее. Когда я покупал машину, я смотрел, что мотор здесь стоит МК. Думаю, если поршневая будет старого образца, я ее поменяю. Так и получилось. Хотя хозяева предыдущие мне говорили, что они якобы уже меняли, якобы там уже поршневая стоит свежая, и секунки эти стоят вот эти вот. Ну, либо их обманули на сервисе, сказали, что поменяли, либо они меня. Ну, то не принципиально. Идем дальше. Итак, идет замена вкладышей. Красненький Фред. Показываю вкладыши какого года для клиента, что они новые. Так, где как бы это было видно, что они вот 12 месяц 19 года. Хотел также показать его старые вкладыши. Вот они все.
Ну, они, что сказать, в плачевном состоянии. Просто вот, видите. Так что все мы их сейчас меняем. Все, идем дальше. Так, друзья, идет сборка Фреддика мотора. Красненький. Смотрите. Так, смотрите, вот его вкладыши. Это которые были. Видите, коренные тоже я уже поменял. Вот я хотел показать людям на примере своего мотора, который собираю, старого образца поршневого, когда говорят люди, ну, хоть увидите хоть раз, и нового образца. Смотрите, вот она поршневая, его родная, которая была здесь. Обратите внимание, видите, шатун прикручивается. То есть я когда покупал эту машину, я обратил внимание, повторюсь, что на модель блока, то есть смотрите, в данном двигателе стояла вот такая заглушка, видите, вот она, секунок мы его называем, вот он, видите, омыватель гильзы, вот он. И вот, а тут стояла вот такая заглушка. Вот, то есть это вот так вот стояло здесь, на этом блоке. Вы поняли, да? То есть он глушит эту дырку, вот эту вот дырку он глушит. Вот видите, он заглушен здесь полностью. Я выкрутил из заглушки вот эти вот все 6. Закрутил туда вот такие секунки. И меняю ему все 6 поршней, шатунов. Сейчас покажу, какие буду ставить. И покажу вам разницу. Обратите внимание еще раз. Видите, здесь у него закручивается. Видите, шатун получил, видите, как он, как половина, видите, он прикручивается к пальцу. Вот так вот. Вот, видите, как он сделан. Минус этих поршней, он отрывается. Вот эта верхняя часть, слабость этой поршня, она отрывается. Вот его, кстати, гильзы старые. Вот они, смотрите, старые гильзы. Все 6, все будем менять. Сейчас покажу, что будем ставить. Так, смотрите. Вот они все поршня, все 6. Вот я один положил сюда для того, чтобы вам показать разницу. Видите, здесь. Вот это, которая нового образца, друзья, которая 4-го поколения. Видите? Видите, шатун просто, он, грубо говоря, все на один палец одевается. А здесь, вот посмотрите, видите, половинчатый. И вот где стоят секунки, там уже стоят вот такие поршня. Поэтому я их меняю, то есть ставлю вот эти. Смотрите. Шатун 604, что мне понравилось. Вот он канал, он мажется. Вот здесь заходит и мажет палец. Вот они все поршня, все 6. Я ему купил, грубо говоря, это все отдал за поршня шатунами 33 тысячи рублей. Вот так скажу вам честно. Вот это я все купил, было 6 поршней с шатунами и 6 секундков я купил за 33 тысячи рублей. Я подумал, сейчас мне, если поскупиться 33 тысячи, грубо говоря, рублей, потом человек попадет, просто где-то поршень у него оторвет. Для него это будет огромная беда. А сейчас для меня это, грубо говоря, 30-ка. Я переделаю, и я буду спокойно спать, что человеку сделал нормально, совесть чиста. Поэтому вот так мы и делаем. А вот эти вот, я как бы за них очень сильно боюсь. Были случаи, отрывались, вот эта верхняя часть просто отрывает. Ну все, переделываем со старого на новый, грубо говоря. Блок тут свежее машины получился. И все, вот смотрите, сейчас покажу. Вот кольца оригинальные. Все оригинал. Вот US, вот они все гильзы, все 6. Ставим новые, оригинальные, как всегда, парни. То есть все ставим оригинал. Все, в путь. Так, вот они, гильзы все. Уже все одеты резиночки. Вот они кольца. Показываю, что оригинал, еще раз покажу. Ну что, сейчас будем все это устанавливать, собирать. Идем дальше. Так, друзья, все. Гильзы запрессовали. Видите, вон секундки, вот они. Трубочки кверху. Все, видите, стоят. Ну все, парни. Поршня завязали. Гильзы поставили. По оригиналу все собрали, как всегда. Все, идем дальше. Такой вот красненький экономочка собирается. Увидит на зимник. Все, всем пока. Ну все, друзья, вот он двигатель перед установкой головки. Поменяли резинку, стекла спереди оригинально, тоже с набора.
Вот он, Фредик этот красненький. Ну все, идем дальше. Так, друзья, вот он, Фредлайнер. Вот показываю головку. Вот она головочка, видите? Стаканы все новые стоят. Как всегда, сменяем мы их не глядя. Говорил 1000 раз. Скажу 1001 раз. Стаканы ставим оригинал. Это для клиента. Головка, в принципе, целая. Сейчас покажу состояние. Вот она все. В принципе, здесь шлифовать ее еще можно. Ступенечка, видите, вот есть. Сейчас все будем вычищать, подвешивать, вымывать и ставить. Все, идем вперед. Так, парни, вот он красненький. Сборка мотора продолжается. Хотел показать, форсунки пришли к нам. Вот так они к нам приходят, смотрите. Вот так он нам отправляет топливщик. Вот они, форсунки, все сделаны. Все 6, причем сделаны, все ремонтировались. Получается, один полный капремонт. Что-то 4 распылителя там, в общем, поменял, как он называет это, мелким ремонтом. Одна была вроде как нормальная. Что-то вот такое. Ну все, друзья, идем дальше. Так, друзья, по традиции, вот Фред, красненький, что капиталили мотор. Первый запуск снимаю. Давай, выжимай сцепление, поехали. Давай. Приехали. Все. Так, показываю, как я его запустил. Первый запуск, честно сказать, не получилось снять. А вот сейчас показываю, только завел эту машину, только вот буквально. Так, покажу, как он работает. Для клиента тоже, чтобы он смотрел. Это буквально вот я запустил его, сейчас вот он поработал, не знаю, секунд 40, может быть, не знаю. Вот оно, давление. Покажу. И все, вот такая сборка мотора, вот так он работает. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Ну все, парни, что могу сказать. Все, мотор собрали. Сейчас идем дальше, будем машину эту внешний вид ему придавать, ходовку перебирать сзади. С мотором покончено. Мотор все сделали. Так, показываю его, как он заводится. Чуть прогрели его где-то, может 120-130, он потарахтел. Сейчас посмотрим. Давление покажу. Работа с полуоборота. Давление, смотрите, какое, уже на прогретом. Ну все, парни, вот такая сборка мотора. Честно, вот теперь вот сзади, видите, поршня поменял же, я уже говорил в предыдущих видео. Ни капли не пожалел, честно говоря. Вот представьте, вот эти поршня могли бы человеку столько горя принести. Просто вот у них отрывает верхнюю часть вот эту и все, начинает долбить и головку, клапана. В какой-то прекрасный момент ни с того ни с сего. Вот эти поршня, друзья, это смерть Детройта. Они сделали эти поршня, потом сами поняли, что совершили ошибку. И получается, уже сделали на пальцах, как я показывал в том видео, что я сюда поставил. Так что, парни, вот такой был двигатель здесь. В принципе, как везде, честно. Я не знаю, как вы покупаете машины. Мне страшно, серьезно вам говорю. Что вы берете, как там люди, кто что делали, вообще. Мне страшно за вас, парни, честно. Ну все, смотрите, даже вот, грубо говоря, я купил, отдал 30 тысяч рублей. Купил 6 нормальных поршней с омывателями, поставил. Для меня это сейчас 30-ка. Вот представьте, 30 тысяч рублей. Что такое, когда ты в машину вкладываешь кучу денег?
А для человека, это, представьте, это беда, если вдруг поршень оторвет. Так что эта 30-ка просто даже о ней не думаю, даже грамм не пожалел. Так что вот так вот. Для меня это 30, а для него это может быть 300 будет в какой-то прекрасный момент. Надо всегда ставить себя на место клиента и понять, тебе нравится, как ты делаешь людям, так как сделали бы тебе. Себя поставить на место клиента. Ну все, друзья мои, все, всем пока. Не болейте, самое главное, идем дальше. Итак, смотрите разницу, друзья мои. Видите, половина полирована, половина нет. Разница, как преображается этот красный фредлайнер. Это только первый номер, идем дальше. Итак, друзья, показываем процесс наведения красоты. Разницу показываем. Уже красиво. Это только первый номер, да, там еще у нас 2 номера есть. Да. Он даже вот эти полоски, да, убирает практически. Вот, которые полоски есть. Немного очень видно. По сравнению с тем, что есть. Ну все, друзья, вот такая машина получается. Из мрачного фредлайнера получится в красавца. Все, в путь.